Так уж случилось, что в нашей стране война, и мы, как и все люди, хотим жить, развиваться, рожать детей, и поэтому мы очутились здесь. И Германия — добродушная страна, которая в начале войны решила принимать всех украинцев и с объятиями, можно сказать, нас принимала, помогала и поддерживала всем. Но так уж случилось, что мы выехали не в начале войны, потому что надеялись, что вот-вот она закончится, с месяца на месяц планировали, но с каждым годом становилось все хуже и хуже, все плачевнее и плачевнее, все больше и больше негатива, смертей. Очень большая давка со стороны и системы, и вообще, можно сказать, как будто Вселенная вообще против существования Украины, потому что очень обидно за нашу страну любимую, но, к сожалению, надо жить дальше. Надо жить дальше, и мне кажется, что жизнь важнее всего. Да. Потому что смысл жизни ради того, чтобы жить, существовать, плодиться, путешествовать. У каждого разное, но самое основное — это жить. И поэтому таким образом мы очутились здесь, в Германии, и сейчас мы вам расскажем, почему именно Германия и как вообще сейчас принимают беженцев, потому что в начале войны и сейчас абсолютно отличается кардинально, как нас принимают. Перед поездкой в Германию много знакомых нам рассказали своих личных историй, как их принимала Германия. Очень много разных, можно сказать, вариантов исходов, но факт оставался одним, что всех их приняли, всех их Германия хорошо вела курс дела в интеграцию. И это казалось очень легким. Не легким, это было сложным, но это было возможным. И ты, когда приезжаешь, ты рассчитываешь на что-то одно, а по факту, можно сказать, спустя даже полгода или год, когда вы приезжаете, уже абсолютно все меняется, правила становятся строже, но везде, как говорится, есть свои и плюсы, и минусы. Мы расскажем, как нас приняли, с чем мы столкнулись в первые месяцы и как нам вообще все это удалось сделать. Германия имеет 16 федеральных земель, и когда беженцы из Украины массово начали приезжать, то их начали расселять по землям, там, где были места, а конкретно это больше север, Северный Рейн, и поэтому у нас там очень много знакомых, которые нам подсказывали, как что делать, но проблема была в том, что это был 22-й год, а сейчас уже 25-й, и за 3 года все кардинально изменилось, и правила, и отношение к украинцам. Когда мы изначально приехали, мы остановились у нашей подруги, у знакомой, которая нам подсказывала, помогала. Спасибо ей большое. И изначально мы планировали остаться на тех землях, потому что там нам было бы и проще интегрироваться, потому что там находились наши знакомые, они бы там все подсказали по месту. И плюс, все-таки, когда вы находитесь, можно сказать, семьей, можно сказать, своим племенем, то намного легче морально перенести вот эту интеграцию, тем более морально тяжело. Там, после войны вот эта вот вся адаптация проходит, можно сказать, нелегко. Лично для украинцев, я знаю точно. И мы планировали остаться там, но, к сожалению, Германия начала диктовать свои правила. Изначально нам рассказывали, что вот вы приехали, вы идете в миграционный центр или разные другие госучреждения, чтобы оформиться, вид на жительство получить. И на той же земле вас оформляют, на той же земле вы едете
в лагерь на той же земле, определяют, что с вами делать. И плюс у нас уже был плюс, это то, что у нас уже там были знакомые, и мы уже, можно сказать, нашли там подходящую квартиру. И мы ж такие полны надежд пошли в это госучреждение. Ну, я так поняла, нужно было получить какую-то справку, что ты там официально можешь находиться. Мы полны надежд уже туда пошли, хотим оформиться, и тут не все так сладко, как нам это казалось. И нас, по сути, закрывают там на несколько часов. И мы там сидели, Лиля даже плакала из-за того, что нас не выпускали. Мы думали, что с нами вообще будут делать и сколько мы тут будем сидеть. То есть из такого флера легкости нового места, новой жизни мы попадаем в что-то такое под контролем, с законом жестким, с высокими заборами, в полутюрьму. Ну, на самом деле, это, как мы уже поняли потом, это абсолютно нормальная процедура. Это просто люди, просто в Германии очень бешеный поток беженцев, не только с Украины, с разных стран. И в основном беженцы, которые приехали прямо с чемоданами, которым негде жить. А у нас была другая ситуация, мы приехали конкретным людям, у которых мы остановились, там пару дней прожили и пошли туда, просто нам нужно было какие-то бумажки оформить. Ну, как я поняла, как я читала, что оно так и есть. Вы там заполняете, отпечатки делаете, вас записывают, и потом мы бы поехали обратно. Но не тут-то было, нас ничего никто не спрашивал, и нас распределили совершенно на другие земли, на те, которые мы вообще не планировали попасть. Мы думали, что мы там, где мы приехали, оформились, там нас и заселят. Но нам сказали, это обязательно, это нужно ехать в лагерь в течение 3 дней. Если вы не поедете, короче... То вас депортируют, если вы не поедете туда. Ну, не депортируют, ну да, очень строго. Ну, как я поняла, что это все так делают. Ну, просто почему-то у меня в моих мыслях таких радужных было то, что мы туда придем, нас там запишут, и люди будут с нами разговаривать, и мы им скажем, что вот так-то, так-то, мы нашли квартиру. Но нас никто ничего не спрашивал, они действуют строго по системе. Я не скажу, что эта система плохая, потому что там, где нас оформляли, нас там бесплатно и покормили, и чай, и кофе бесплатно, то есть все для людей, которые только приехали, но нас не спрашивали, честно, мы только приехали или не только приехали. И мы думали, что нас там оставят в этом месте или что-то типа того, или сразу отправят, туда, в другой конец Германии, без вещей. То есть мы же приехали в этот центр без ничего, по сути. Все у наших знакомых было. Мы не знали, что нас будут вообще куда-то отправлять. Так вот, мы приехали с этого центра, нас оформили, и нам сказали ехать в лагерь, который находится абсолютно на других землях, там за очень много часов до земли, на которой мы хотели поселиться, и на которой нашли квартиру. Мы там долго читали, я думаю, а что если не поехать, а что если то, а что если то. Мы долго думали и все-таки решили действовать по их правилам, потому что деваться уже некуда, и интегрироваться мы хотим, и нужно пройти, я так поняла, все вот эти этапы. Я их назвал круги ада. Да чё ада? Это вообще не ад, я считаю. Просто мы планировали одно, получилось по-другому, но адом это назвать сложно. Просто мы не были, наверное, в других странах. Круги ада бюрократии. Вот так вот я их назову. В этом лагере мы пробыли около 2 недель, чуть-чуть больше. И все это время я пыталась связаться с кем-то из главных и сказать, что вот всякие письма писала, говорю, вот, пожалуйста, отпустите нас, мы поедем поживем подруги, зачем мы занимаем чужое место в лагере, потому что у нас есть возможность где жить. И
Ну, тот лагерь — это просто лагерь, где ты останавливаешься, там нет никаких людей, которые решают. Ты просто должен там быть. И потом на доске список с твоим именем, где скажет, что ты уже должен, где тебя распределяют и определяют, в каком городе ты уже будешь находиться до конца своих дней. В итоге мы дождались. Потом мы вам напишем отдельное видео, конкретно подробности этого лагеря и подробности, где мы находимся, куда нас распределили, именно условия проживания, чем нас кормили, чем нас одевали, можно так сказать. Расскажем вам все это поподробнее, потому что там интересно, и что мы заболели, и что мы пытались вызвать скорую. Ну, короче, в Германии это тоже нужно... Отдельный геморрой. Самой главной трудностью, с которой мы столкнулись, это неизвестность. То есть ты не знаешь, что будет завтра, послезавтра, ну, через 2 недели, когда тебя определят, где ты будешь жить. Потому что истории рассказывали разные. Кто-то жил вообще на какой-то ферме, чуть ли не в коровнике, как говорят. Кто-то, наоборот, жил в хороших условиях, там в церкви какой-то, где отлично кормили, где было очень ухожено, и на 2 человек там давалась, например, огромная комната, то есть с хорошими условиями. Да, потому что изначально, когда мы приезжали, мы планировали одно, а потом, как оказалось, совершенно по-другому. И поэтому для нас, вообще для людей с интеграцией, ну, которые в интеграции, это самое сложное, не понимать, что с тобой будет потом, что ты будешь делать дальше, куда тебя поселят, и вообще, сколько это все будет длиться. И поэтому это, скорее всего, самое сложное, что было в этом. Но несмотря на это, мы не сдавались, мы постоянно с кем-то общались, что-то делали, куда-то ходили, что-то как-то развивались, можно сказать. И гуляли, искали... И путешествовали. Да, чуть-чуть попутешествовали, искали плюсы. Искали плюсы в природе, там играли в волейбол, ну, разные такие моменты. Слушали истории других людей, как они приехали сюда, что с ними случилось, почему они приехали именно сюда. Это тоже важно. Социальная активность и общение с людьми – это самый важный фактор. Какие плюсы и минусы перебывания здесь, которые мы уже поняли? За полгода, можно сказать. Плюсы, ну, это в первую очередь безопасность, что здесь на данный момент нет войны, и что стабильность есть. Тебе оплачивают твою жизнь, когда ты просто как слепой щенок, не знаешь языка. Да, тебе помогают интегрироваться, поэтому и мы приехали, тоже есть большой процент, почему мы сюда приехали, потому что очень много положительных отзывов от наших знакомых, которые были в Польше, приехали в Германию, были в Таиланде, приехали в Германию, потому что тут тебе предоставляют, можно сказать, условия на блюдечке, этапы твоего интегрирования. Сначала ты в ожидании привыкаешь к этой системе, потом ты идешь в школу. Это очень важно, выучить язык, потому что без языка в чужой стране ты вообще никто и ничто. И вот эти этапы, потом ты идешь на работу, выбираешь, кем тебе работать, это все очень важно. И все, если ты не будешь унывать и будешь стараться и вникать в это общество, ты подстроишься, и ты будешь здесь счастлив. Но и из плюсов мне еще нравится, что здесь ровные дороги, чистые, что тут аккуратненько, что тут люди, можно сказать, добрее, или, может, на фоне с Украиной, когда, ну, не могу винить украинцев, просто когда ты находишься в войне, все становится угнетенным. А тут ты как будто люди живые. Люди радуются жизни, и ты начинаешь подстраиваться под этот ритм, и тоже начинаешь по чуть-чуть входить в эту систему, и начинаешь чуть-чуть
нервы твои успокаиваются. Огромный плюс в том, что очень хорошая транспортная развязка, Да, это и супер. почти везде, хотя иногда бывают ремонтные работы, и они иногда опаздывают, но в целом ты можешь в любую точку добраться на поездах, автобусах. Особенно есть проездные, которые оплачиваются там 58 евро с человека в месяц, и ты безлимитно можешь ездить на любых видах транспортов, кроме там 2 скоростных поездов. На всем остальном ты можешь путешествовать по всей Германии условно бесплатно, то есть за счет вот этого проездного. То есть это учитывает и метро, и электрички, и поезда, и автобусы. То есть все прям. Да, на самом деле это очень удобно, когда ты с одного города за час просто мчишься в другой город и там гуляешь, потом от того мчишься туда. Это очень удобно, вообще супер класс. Спасибо Германии за то, что они создали эту систему. Это вообще очень круто. А главное, это очень быстро. Это быстро, и тебя не тошнит, когда ты ездишь на этих автобусах, бусах, телепаешься по дорогам, и тебе хочется выворачивать. А тут ты поезд так промчался, и ты даже не замечаешь, как время прошло. Там даже на некоторых есть Wi-Fi, и розетки есть, где ты просто с кайфом сидишь, там заряжаешься, фильм смотришь какой-то. Ну, люди там и читают, и очень много, я заметила, плетут, вяжут из свитера. Ну, интересно. Это круто. Из минусов, что мы можем сказать? Первое – это бюрократия. Потому что эти бумажки, их очень много. И без бумажки ты никто абсолютно. Тебе не сделают ни одной поблажки без бумажки. Даже вообще там в больницах у тебя должна быть страховка. Только если ты при смерти, тебе там может оказать помощь, но если ты там видят, что ты живой, стоишь на ногах, то тебе никто ничего не будет вообще и помогать. Пальцем не пошевелит. Да, пальцем не пошевелит. И в этом плане я считаю, что это просто средневековье. Я почувствовал себя каким-то персонажем из средневековья, где пришло письмо, там ты на него отвечаешь, там письменно, пишешь что-то в ответ. Ну, это настолько... Диме это не нравится, но, как по мне, если бы писем было там из 10 бумажек одна, это еще окей, да? А когда вот это они идут, и куча всяких статей, какие-то там кодексы, что-то там, ну, прям очень много макулатуры, и ты все это обязательно должен собирать. И никуда не девать, и у тебя стопка просто растет на глазах. И у тебя должны быть доказательства того, что ты там и тут был, и там тебе пришло то письмо, чтобы ты, если что, если вдруг кто-то что-то потеряется, смог все это доказать. Когда приходят письма, и ты в интеграции, и ты постоянно трясешься, что тебе придет в этот момент, а вдруг что-то случилось, а вдруг тебя там не примут. Вот, например, вот у меня знакомая подруга живет уже 3 года, она до сих пор боится этих писем. Ну, так уж случилось. И когда-то я оформлялась на джоб-центр, и мне пришло некоторые документы, как я уже поняла, нужно им все очень по полочкам объяснять, что где. А я этого не сделала, и мне пришло письмо: все, мы вам откажем во всем, если вы там за день не пришлете. Я как испугалась, я вообще думаю, все, депортация, денег нет. И, я быстро на нервах и такая все это сделала. Слава богу, все нормально. Просто если вы человек с тревожностью, как я, например, то это будет, нужно привыкнуть к этой системе. Нужно понять и отпустить, и понять, что это такая вот система, и не нужно ее принимать близко к сердцу, и мы никак это не исправим. Но в бюрократии, конечно, есть плюс, что там все по полочкам разложено, но эти бумажки — это, конечно, отдельный вид какого-то наслаждения. То, что в Украине ты можешь сделать за неделю, здесь ты будешь делать полгода. Да, чтобы вы понимали. То есть это,
сколько это раз растянуто? Ну, в 20-30 раз растянуто все. Просто до сумасшествия, до... Из минусов я скажу, что, скорее всего, мы, как беженцы, уже немножко надоели Германии. Некоторые люди нас принимают, можно сказать, с объятиями и понимают. А некоторые уже такие настроены, типа, против. Но я скажу, хороших людей все равно больше. В хороших, которые тебе могут и помочь, если им, конечно, не лень этим заниматься. Потому что часто в Германии люди привыкли так размеренно жить. И вообще, мне кажется, нужно стремиться к этому. Размеренно жить не спеша. Они, как мы, постоянно куда-то в движении, бегать, жить, боятся не успеть. Боятся, что кто-то сделает это первым. А немцы, они такие более расслабленные. И я считаю, что это есть в этом какой-то плюс. Ну а так, если ты не будешь сдаваться, будешь вечно активным, пытаться внедриться, то у тебя все получится. Потому что по сравнению с войной, эта бюрократия, можно вообще на нее закрыть глаза. И просто ее принять. Это просто, как говорится, грязь под ногтя. Ну, это мелочи жизни по сравнению в целом с твоим здоровьем и жизнью, да. И смертью, когда граничит. Это, ну, вообще просто пыль. Стоит ли вообще ехать в Германию в 2025 году, если ты с Украины, если ты беженец? Это все зависит, скорее всего, от твоих целей. Если ты хочешь какую-то стабильность, порядок, готов долго ждать этих бумажек и жить размеренно, то определенно стоит. Потому что здесь и безопасно, и, как я уже говорила, можно легко, ну не легко, все тебе дают для интеграции. Если ты ищешь чего-то легкого, быстрого, легкой какой-то жизни, то, скорее всего, тебе будет сложновато, потому что есть люди, которые жили с нами, и они уже уехали, потому что они там не дождались бумажек, им пришли отказы, они не хотели это доказывать что-то, и они решили уехать и начать работать быстро-быстро. А мы хотим прям жить в этой стране, мы хотим выучить язык, работать и интегрироваться, потому что мы приехали сюда ради безопасности и ради жизни. Германия, конечно, она уже не та для украинцев, которая в 2022 году была, где каждый поход в музей тебе бесплатно, потому что ты уже украинец. Но тут уже стало все строже, стало все как немножко сложнее, но все равно это возможно, особенно если ты будешь стараться идти навстречу Германии, показывать, что ты действительно пытаешься влиться в это общество и ни с кем не ругаться, это вообще законом запрещено, то тебе пойдут навстречу, сможешь здесь чего-то добиться. Ну, вообще, в целом, все очень сильно урегулировано. То есть ты, как говорится, века не сможешь поднять без какого-либо одобрения там властей. И поэтому здесь раскручиваться и вот людям из Украины будет тяжелее, особенно с медиасферы, потому что тут, например, фотографы и вообще подобные специальности, они просто не настолько востребованы, потому что они просто не фотографируются так. Они даже не знают, что это такое. Так же самое и в музыке. Я просто искал музыкальный магазин, он тут один на несколько городов. Понимаете? То есть настолько люди какие-то то ли не творческие, то ли творческие, но, как говорится, только для себя в узком кругу, но не на обзор. А мы наоборот, то есть мы любим показывать себя, как мы живем, творчество свое показывать. Нужно подстраиваться под эту страну и понимать, что мы здесь приезжие. Возможно,
в каких-то больших городах это известно там молодежи, там про фотосессии, про сферу, в которой мы работали, в медиасферу, оно чуть-чуть развитее. Но когда в таких маленьких городочках, действительно у всех приоритет точно не на медиа. У всех приоритет больше на какие-то семейные ценности, отдохнуть, сходить на ярмарку, попить пиво. Знаете, такая размеренная жизнь. А мы, как можно сказать, молодежь, хотим что-то творить. И поэтому мы были так немножко удивлены, что они на это, можно сказать, не обращают внимания. И не так это развито. Но в основном я хочу сказать, что плюсов определенно намного больше, чем минусов. Просто для нас некоторые минусы это был шок, и мы не понимали, почему так, а не иначе. В итоге ты под все подстраиваешься. Но мне лично пока нравится. Понятно, что если кто-то там на тебя что-то происходит, что тебе не нравится, ты там побурчишь, повозмущаешься, но в основном ничего глобального нету. В основном все нормально. Да, то есть, в принципе, приезжать-то можно, но вы должны четко понимать, для чего вы сюда приезжаете. Если просто посидеть на пособии и ничего не делать годами, да, есть такие индивидуумы, что так и делают, но система устроена так, чтобы скинуть тебя из этой иглы, чтобы ты не сидел на шее. Они будут делать для этого все, поверьте мне. То есть они все равно будут предлагать вам 1000 вариантов работы, там, чтобы вы только спрыгнули с пособия. Конечно. По безработице. И чтобы вы приносили пользу этому обществу. Это логично, что Германия хочет, чтобы вы учились, работали, что-то делали, а не просто сидели, можно сказать, на шее. Поэтому она и дает столько возможностей для тебя, и дает тебе возможность учиться бесплатно, плюс еще деньги платит, и дает тебе возможность подрабатывать, работать. И еще вам интересный факт. Если брать процент украинцев, которые приехали как беженцы, и, например, сравнить их с сирийцами или другими там арабскими странами, то у нас очень большой процент трудоустроенных. То есть украинцы трудоспособная нация, которая трудится и зарабатывает, а не сидит на шее. И мы тоже к этому стремимся, быть свободными, как можно меньше зависеть от этой системы и наслаждаться жизнью. Смотрите наш канал, у нас также будут много интересных видео вертикального и горизонтального формата. Очень полезная информация. Да, очень интересная, полезная информация. Надеюсь, эта информация тоже была полезной. И смотрите наши видео. Оставайтесь